Всем привет! Уже завтра, 1 сентября, а значит, народ пойдет грызть гранит науки, студенты, школьники. И традиционно в конце августа многие стади-блогеры выпускают такие вот гайды, какие-то советы о том, в общем, как лучше учиться, как лучше быть студентом. Но так как весь мой канал посвящен этому процессу, практически 80%, что ни ткни видео, все вам поможет, я надеюсь. Но я решила все-таки не отставать от всех и все-таки посоветовать, потому что и до этого я это делала. И все равно мои знания меняются, мои какие-то ощущения меняются. В общем, я решила поделиться теми советами, о которых я очень сильно жалею, что не узнала раньше. То есть это действительно мои личные сожаления, что 5 лет назад и там больше я этого не знала, и это потратило какое-то колоссальное количество моего времени, моих сил и так далее. В общем, первое, что я могу посоветовать всем студентам, это, конечно же, отказаться от всех пассивных действий в плане получения знаний. Пассивное чтение, пассивные конспекты, пассивное сидение на лекции. Вы просто не представляете, сколько часов и километров конспекта потрачено зря. Просто я писала конспект, переписывая из одного места в другое. Какой в этом смысл, я до сих пор не понимаю. Но тогда я его видела. То есть у меня были какие-то лекции в таком текстовом варианте, я просто выписывала куски, никак не осознавая их, не переживая их, не пережевывая, ничего. Просто из одного в другое. Сколько было учебников прочитано, просто потому что. Ну вот просто села, открыла, почитала в надежде на то, что что-то где-то зацепится, как-то сложится. Ничего не сложилось. Такое такое время утерянное, когда было очень много энергии и сил, сейчас, конечно, немножко поменьше, но и просиживала лекции тоже с мыслью о том, чтобы как это все быстрее закончить, хотя лекции были интересны, но не хотелось вникать, не хотелось как-то прилагать усилий. Я не знаю почему. Ну вот вроде бы было интересно, но как-то, ну ты ж вроде сидишь на лекции, чё еще париться? Как-то оно там зацепится. Вот эта вот надежда на то, что как-то где-то оно там зацепится, как-то вот вроде что-то останется, если вы почитаете, полистаете. Это такая призрачная надежда, и вот этого останется всего 10% на самом деле от 2 до 10%. Этого очень мало. Следующая, ну это не стратегия, а просто совет, что с первого раза очень мало кому понятно что-либо, потому что особенно если это какой-то высший концепт, это какая-то сложная тема, очень мало людей, которым вот прям в лед получается понять, что, где, когда, зачем и почему. Нам в любом случае не получится так даже в идеальных условиях. Да, есть люди, которые в целом вроде бы быстро схватывают, на самом деле они скачут по верхам и как бы общий концепт улавливают. Это прекрасно, это ну, такая врожденная склонность, которая, кстати, с годами немножечко тускнеет, потому что раньше, когда я училась в школе, я вот так вот схватывала по верхам очень быстро, легко, но я никогда не погружалась вглубь, и когда я уже выросла и дальше пошла учиться, мне это очень сильно по башке это и ударило, потому что по верхам это, конечно, хорошо, но вот вглубь уходить вообще-то нужно. И как раз в этот момент я себя начала корить, тоже потратив часы и просто бесконечное количество эмоций на то, что ну вот как я такая вот дура не могу понять с первого раза. Это же так элементарно, это же так просто. Но это на самом деле абсолютно бессмысленно, потому что нашему мозгу, особенно для сложной информации, нужно пройти определенные циклы. Ему нужно запомнить, структурировать кучу информации. И вот это самое понимание, то, что мы хотим, оно приходит не сразу. То есть у кого-то немножечко быстрее, у кого-то немножечко медленнее, но оно приходит. То есть если вы с первого раза не поняли, нужно просто еще раз и еще раз прочитать, посмотреть, разобрать, поменять источник, поменять тот способ получения знаний, которые вы хотите. Ну, то есть ну, просто нужно постараться. Если вы не поняли с первого раза, ничего страшного. Попробуйте со второго, с третьего. Понимание придет в любом случае. Даже самый сложный концепт, который вам кажется, что вы никогда вообще в жизни не поймете, не осознаете, если его разобрать на понятные фрагменты и постепенно как бы съедать эти маленькие кусочки, как там съешь слона по кускам, вот то же самое концептом, сложным каким-то знанием, наукам. Все можно понять, все можно переживать, все можно как-то адаптировать под себя, разъяснить себе и так далее. Главное вот себя не корить. То есть как только вы впадаете в вот это негативное состояние, негативное ощущение, что вот вы такой какой-то не такой, вы
обычный, вы только тратите время зря. Опять-таки, мне вот просто жаль того количества времени и сил, которые я потратила не на то, чтобы еще раз прочитать, разобраться, немножко вот что-то поделать с этой информацией для того, чтобы понимание пришло, а на то, чтобы покорить себя, поругать себя, что-то, в общем, что-то негативное сделать. И, в общем, говорю, это абсолютно деструктивное, непонятное действие, от которого стоит отказаться. И повторюсь, очень мало людей, которые понимают прям с первого раза. Иногда какие-то концепты вы понимаете прям с лету, какие-то очень долго. Это нормальный процесс. Ваш мозг в любом случае работает. Дайте ему сделать свою работу, просто насытьте его информацией, дайте немножечко отдохнуть для того, чтобы вот это самое вожделенное понимание пришло. Следующий совет, ну тоже такая не стратегия, а именно совет. Это не игнорирование литературы, которая такая нон-фикшн, но по вашей теме. То есть которая около вашей темы, но это какие-то люди, которые там работали, например, в той сфере, в которой вы сейчас учитесь, либо это журналисты, которые разбираются в этой теме. Я очень люблю именно вот, когда люди либо профессионалы, либо хотят тоже с нуля до мастера дойти в той тематике, которая вам интересна, либо они там уже давным-давно крутятся, какие-то исследователи, которые сейчас повсеместно начинают писать книги. Это прекрасно, потому что когда я там первое образование получала, там, в принципе, было очень много практики, нам читать там не особо много было интересно. Вот когда я училась на психолога, первые 3 года я потратила на то, что просто читала сухие вот эти вот учебники за счет там определенных негативных действий. У нас практически не было практики, ее и до этого не так много было, а ее у нас практически полностью убрали. В итоге практики нету, одни сухие знания, это было очень скучно, это было очень неинтересно. Я просто училась за счет того, что у меня есть какие-то, ну, знаете, такая любовь к учебе абсолютно не убитая ничем, неубиваемая. Я вот на этом энтузиазме как-то училась, но это было откровенно неинтересно. Но когда я начала вот этот нонфикшн читать, он как раз вот начал приходить 5 лет назад на рынок, начали переводить иностранные книги, потом подключились уже наши авторы, уже местные, которые тоже начали делиться своим опытом, какие-то открытия, какие-то размышления, какие-то интересные концепты, стратегии. Это все всегда обернуто в такой более простой язык, интересные. Они показывают настоящее применение тех знаний, которые вот вы получаете. Вот в этом и большая ценность. То есть, да, ну, как бы базовые знания, они всегда немножко скучноваты. Особенно если вам не дают каких-то вот таких вот интересных кейсов, каких-то разборов, каких-то применений. Если вы не делаете ничего руками, это откровенно скучно. Но когда вы находите какой-то нонфикшн, потому что сейчас от велосипедистов до хирургов народ пишет какие-то книги, как они там проходили все эти пути, это очень интересно. Я даже иногда читаю какие-то книги вот по параллельных каких-то профессий, потому что очень часто пишут настолько вкусно, настолько интересно, что прям хочется этим заниматься. Оно прям заражает своим энтузиазмом, оно показывает, как это в реальной жизни, какие там проблемы могут у вас возникнуть, как с ними справиться, как дойти от точки А в точку Б там, в определенной профессии. Следующая все-таки теперь стратегия, которой я придерживаюсь достаточно давно теперь, это то, что я всегда немножечко впереди и всегда немножечко назад. То есть так шажочки и вперед, и назад делаю именно в тех темах, которые я изучаю. То есть, когда вот я какую-то определенную тему изучаю, и вот я взялась за нее там, в университете или самостоятельно, я всегда откатываюсь немножечко назад. А что было до этого? Что я помню? Что я знаю? Как это касалось каких-то других тематик? Как это все связано и так далее? То есть, я все время немножечко вот назад как бы. А что было до этого, до этой темы? И немножечко вперед. А что будет дальше, с чем она связана, а как я могу пройти дальше? И когда я изучаю вот прям, ну, знаете, прочитала все источники, я всегда немножечко заглядываю вперед. А какая тема дальше? А что там изучается? И так далее. Потом немножечко возвращаюсь, перерабатываю всю эту информацию, опять-таки оглядываясь немножечко назад, связывая с опытом и так далее. То есть такая немножечко раскачка. Потому что изолированные знания — это очень глупо, потому что никакие знания сейчас у нас не изолированы, все связаны с физикой, с химией и с нашим прошлым опытом и так далее. Это все нужно делать, потому что наши знания должны быть системными, потому что так наш мозг работает. Он не создает какие-то отдельные такие нейронные цепочки, которые там где-то болтаются в нашем мозге. Нет, в нашем мозге все нейроны связаны, у них у всех есть определенная структура, которая выстраивается под ваши знания, поэтому за счет вот этой стратегии вы постоянно делаете
работу за свой мозг, облегчая ему работу и этим повышая вероятность того, что вы все больше и больше будете запоминать, то есть все больше и больше информации будет оставаться. Потому что, опять-таки, было потрачено какое-то неимоверное количество времени на то, чтобы просто вот каких-то отдельные, ну, там, те же слова, которые я раньше учила, когда я там пыталась корейский учить, я почему-то разделила его на очень такие строгие сегменты и отдельно учила грамматику, отдельно слова, отдельно то, ну, там вот все фрагменты я почему-то решила учить отдельно, и, понятное дело, ничего этого не принесло. Я знала какие-то отдельные слова, но так, как попугайчик их повторяла, за счет того, что у них грамматика совершенно по-другому строится. Я вроде бы ее понимала, но я не могла ее применить, потому что слова отдельно, предложения отдельно и так далее. То есть, разделяя все ваши знания на выделенные фрагменты, вот вы решаете, что я выучу от и до. Это, в принципе, бессмысленно. Вы потратите много времени. Всегда нужно встраивать в вашу систему знаний. И вот это вот раскачивание взад-вперед, оно очень сильно помогает в этом деле. И теперь немножко такой советик. В том плане, что вот к предыдущему по нонфикшену я еще много смотрю всяких видосиков от профессионалов, всякие, знаете, там 10 глупых вопросов кому-то, там палеонтологу, дантисту, еще кому-то. Мне интересно о разных профессиях, я там всякие статьи, эти интервью смотрю и так далее. В общем, я заметила, что всех профессионалов своего дела, которые вот сейчас на передовой, которые сейчас занимаются тем, что вот что они изучали, объединяет одна очень простая вещь. Они все говорят о том, что читайте англоязычные источники, потому что там передовые знания, которые проходят такой большой путь, пока не доберутся до нас, что они уже теряют свою актуальность. Это я заметила и по своей, там, по психологии, по нейронауке особенно, потому что сейчас она развивается просто колоссально. Да и любая сейчас наука очень быстро развивается за счет новых технологий. Потому что у нас не только соцсети, там появились ТикТок и так далее. Ученые на самом деле очень много продвинулись. То есть новые аппараты какие-то создаются, которые все глубже и глубже помогают нам там проникать в определенные структуры нашего тела, нашей почвы, еще что-то. То есть и ученые тоже очень быстро продвигаются. То есть большинство, на самом деле, технологий, которыми мы сейчас в бытовом плане пользуемся, они были созданы либо для военных, либо для ученых, вот, которые активно ими пользуются. Это помогает сократить время исследований, углубить их, сделать их более интересными, более такими, знаете, детальными и так далее. И результаты всегда, в первую очередь, в большинстве случаев публикуются именно на английском языке. То есть большинство таких глобальных журналов, каких-то выпусков, сайтов и так далее, они все на английском языке. Это международный язык, как бы мы не хотели, но это международный язык. И то есть если вы хотите быть не то чтобы в тренде в своей профессии, а чтобы вы знали актуальные знания, потому что действительно пока они, они там появляются, потом они вот должны как-то пройти какие-то еще степени аккредитации, перевестись и, возможно, где-то там появиться. И не всегда, кстати, в нормальном виде их переводят. Я уже много раз сталкивалась с тем, что у нас как-то очень жёванно это все переводят, очень странно. Потом я шла к первоисточнику и так: а вы вообще-то в курсе, что это вообще не об этом было? И так далее. Для того, чтобы оно зашло в нашу систему образования, это вообще десятилетия нужны. Вы что? Это же столько проверок должно пройти. И не обязательно знать на топовом уровне английский, потому что я тоже не знаю очень хорошо английский. Сначала я говорила о том, что я достаточно посредственно знаю. Ну, как сказать, для своей профессии, то, чем я занимаюсь, я хорошо знаю английский, потому что свою профессиональную литературу я могу легко читать. То есть там есть определенные терминологии, есть определенные паттерны в речи и так далее. Я это достаточно легко читаю, а вот какую-то другую техническую литературу, конечно же, я не прочитаю. Ну, то же самое даже с родным языком. Я думаю, что в быту вы нормально общаетесь, а если какой-нибудь там неведомый учебник по кибернетике вы возьмете, вы тоже ничего не поймете. В общем, всегда можно подтянуть свой уровень английского до того, чтобы как-то более-менее цеплять какой-то общий смысл. Можно пользоваться переводчиком, но так не увлекаться, просто проверять, знаете, себя. Иногда бывает, что не уверен в себе. Но в любом случае, если вы хотите, повторюсь, заниматься чем-то вот так конкретно, вам это нравится, вам это интересно, если вы будете пользоваться иностранными источниками, вам будет еще интереснее, потому что, повторюсь, каждый день делаются такие открытия, такие уникальные вещи, о которых мы даже не подозреваем, потому что пока они дойдут хотя бы до СМИ, там уже все состарятся на самом деле. Так что есть множество
направлений профессиональных журналов, изданий, есть много бесплатных версий и так далее. Просто нужно немножко постараться, и это добавит искорки в то, чем вы занимаетесь. Оно опять-таки распалит какой-то такой огонь в том, что наука жива, она интересная, она дышащая, она постоянно меняется, она такая интересная, есть так много исследователей. Ну и подытоживая все, что я до этого сказала, хорошим и добрым советом от меня является то, что все-таки сила, настоящая сила заключается в самообучении. Потому что как бы не были хороши университеты, как бы они не были напичканы передовыми знаниями, технологиями, в любом случае система образования любой страны построена так, что все-таки определенные знания должны проходить этапы проверки, откатки, обкатки и так далее, принятие. Потом это должен преподаватель включить в свою учебную программу. И, в общем, времени проходит много. А если вы обладаете способностью к тому, чтобы искать информацию, правильно ее перерабатывать, включать в свою систему знаний, то вы, в принципе, уже самодостаточная единица, которая способна обучиться чему угодно. Плюс я уже говорила, что любая наука сейчас очень быстро развивается, и если у вас нету этого навыка к самообучению и привычки к самообучению, что нужно постоянно все мониторить, нужно постоянно чему-то учиться новому, потому что весь наш мир сейчас так быстро меняется за счет технологий, за счет просто развития и так далее, что там какие-то технологии появляются, что-то отмирает. И так, ну, в общем, в любой сейчас профессии нужно постоянно чему-то учиться. А это навык, это не просто так. Если вы сознательно этого не делаете, не стараетесь, не подстраиваете там свою профессиональную жизнь, свою учебную жизнь на то, чтобы постоянно обновлять свои знания, постоянно быть, как бы освежать все, ну, усваивать что-то новое, искать что-то новое, как-то, ну, корректировать свои знания, подстраивать под современный мир и так далее. То есть, если вы это специально не делаете, оно не получится. Нельзя это пустить на самотек, что ну вот как-то где-то что-то. Вот как-то что-то где-то кто-то не получится. Вот тот человек, который умеет быстро обучиться, то, что в резюме пишут быстрое обучение, это на самом деле не каждый человек умеет. Повторюсь, это навык, которому нужно учиться. Нужно учиться правильно искать информацию, то есть искать источники. А что вы хотите, зачем это вам нужно, а что лучше выбрать, какой тип информации, какой тип подачи информации вам нужен и так далее. То есть вы должны найти эту информацию, вы должны ее проработать для того, чтобы большая часть осела в вашей памяти. И вам нужно сделать так, чтобы эти знания начали работать. А это значит, что ваши знания должны быть достаточно проработаны, крепки для того, чтобы их применять на практике. И вы должны сразу их начинать применять на практике для того, чтобы они не остались просто пустыми знаниями. А это сложный процесс, как вы, я думаю, поняли. Вот, поэтому я считаю, что навык самообучения – это самый главный навык, который должен быть. Потому что информация меняется, какие-то науки вообще отмирают, разрушаются, разделяются, расползаются, технологии новые появляются. То есть мы живем в очень нестабильном времени. То есть какие-то профессии вообще уходят, что-то автоматизируется, что-то просто исчезает за ненадобностью и так далее. В этом сложном таком вот мире, где все как-то вот так достаточно подвижно, способность к тому, чтобы быстро и качественно выучиться на что-либо освоить. И, я имею в виду и освоение какого-либо навыка, то есть не только знаний, но какого-то навыка. Это то же самое. Это очень большое преимущество перед другими людьми, и тогда у вас точно всегда будет работа, всегда будет что-то интересное происходить в вашей жизни. В общем, все, мои хорошие, вот такие вот у меня немножко странные советы для студентов, но это то, чего мне не хватало. Я была слишком по поводу гибкости, слишком такая, знаете, закостеневшая, привыкшая к определенным стратегиям. Я чесала так, как привыкла. Сейчас я понимаю, что это было одной из самых глупых моих стратегий, чтобы делать так, как привыкла. Всегда нужно подстраиваться под условия, под информацию, нужно всегда немножечко так экспериментировать. Это всегда будет хорошо. Если будет что-то плохое, вы сможете сделать выводы и сказать, что ну вот так не работает, давайте еще вот так вот попробуем. Если сработает, то вообще прекрасно. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.